Так, заходит на цель. Бах! Какая красота! И второй полетел тут же, у него, наверное, отбирать. Вот и покушал орел. Всем привет! Это опять я. У нас наконец-то лед, зимняя рыбалка. Не удивляйтесь, что у нас столько баулов в санях. Это наш портативный дом, мы тут с ночевкой. Вот Ростислав. А вот рыба. Пока вот это в основном угай и красноперка. Но клюет и немного кунжи. Кунже мы рады больше. Вон там вот вдалеке черная точка, это дедушка сидит. А вон там черная точка, это орел. Орлы у меня уже покрали 2 рыбы. Ну, я им, скажем так, я им потворствовал. Дал я им это сделать, потому что когда это захотела сделать ворона, я вороне ни одной рыбки не дал. Вот моя боевая точка. Пока, сами видите, не густо. Только что клюнула кунжичка. И вот что она выплюнула. Что она выплюнула, когда оказалась на льду. Я, честно говоря, думал, она здесь корюшкой в основном питается. А это какой-то усач какой-то. Или вот есть такие рыбки, которые называются, кстати, голец. Несмотря на то, что не лососевая. Вот сразу за той кунжой еще одна. Такая красивенькая, желтенькая. Под стать здешней озерной воде. Темная рыба. Вот итоги дня. Рыбы полны санки. Но в основном красноперка. Кунжи штук 6 или 7. Размер такой приличный вполне. Вот она, кунжечка. Сейчас часть изымем на прокорм, а часть припрячем на ночь. И пойдем ставить себе дом на ночь. Волею судеб на этом озере берег обрывистый, а на самом берегу уже заросли хвойного леса. Поэтому палатку поставили прямо на льду. Вон Ростислав пилит дрова. Вон полетел орел. На льду палатку ставить, конечно, немножко не то. Но придется тогда лед прям плотно закладывать каким-нибудь изолятором типа того же лапника. То есть, ну, просто вот еловой хвои нарубить. Вот такая вот Luxury Life. Это все лапник хвойный. Он будет теплоизоляцией. Уже дровишки в процессе. Ручная пила, топор. Никакой механизации. Все своими 2. Вот на печке готовится часть нашего ужина. Это уже поджарилась кунжа. Не смотрите, что в ней так мало поджаристого. Жарим на дровяной печке, она вверх не так уж и много жара дает. Посчитали кунжу, вышло около 14 штук. Так что со счетом я вам наврал. Мы хорошо поймали кунжи. А красноперки 51 вышло. За бортом уже утро. А у нас здесь готовится завтрак. Это вот тушенка. Скоро туда пойдут макароны. Ну, разумеется, кофеек. Печка за ночь во льду конкретно так протаяла. Сантиметров эдак на 7, наверное. Вот сейчас вот на ножках стоит, по сути, в воде вся. Прикольно. Так, еще. Все, принял, отпускай. Это мы на ночь подвешивали рыбу, чтобы всякие еноты и лисы все не распотрошили. Но вот всю ночь мы тут были, ни одна лисица мимо не прошла. Вот палаточка как уютно коптит. За ночь пришлось подкидывать 3 раза. Быстро все прогорало. О, маленькая кунжичка.
ты в следующий раз не ходи, а такие вещи просто кидают от лунки до лунки. Чего? В следующий раз не ходи, говори просто брось, и я брошу. Так теплее. Клев существенно хуже, чем вчера. Гораздо хуже. Вчера за аналогичное время у нас у каждого уже по 7-8 штук было. Я ловлю на две разные снасти. Вот на этой удочке мормышка, а вот на этой блесенка. Там и там наживка опарыш, но мормышку я подбрасываю коротким рывочком, а блесенку стараюсь подбрасывать рывками подлиннее. И вчера работало такое, что сами по себе отдельно блесенка и мормышка работают не очень. А когда они вместе, на мормышку очень хорошо клюет. Видимо, блесна издалека рыбу приманивает, но на блесну рыба клевать не очень хочет. Видит рядом мормышку и на мормышку с удовольствием клюет. Поэтому я теперь стараюсь их использовать вместе. Совсем маленькая красноперочка. Такую отпускать. Тактика сидения на двух лунках не сработала. Там почти не клевало. Вот теперь я в свободном поиске просто бурю лунки, где глаза глядят, и ищу рыбу. Маленькая корюшка. Вот такая вот маленькая корюшка. Кто тут только на мормышку не клюет. И вот что-то покрупнее. Может и покрупнее, но все равно мелко. Не хочет. Вот она сразу сходу лупит. О. Вот такую уже берем. Это уже улов. Оп, полетел уже. Что, подберет? Дождался орел. Жалко только, что у меня рыба плохо клюет. Так бы, если бы мог, конечно, дал бы больше. Дело в том, что вчерашняя рыба промерзла, она уже как камень. Поэтому желательно давать свежую, которую только-только поймал. Вот бегаешь все утро, буришься, ищешь кунжу, приходишь на свои самые первые лунки, только окунул, вот она на падении хапнула. Не самая крупная кунжечка, но уже хорошо, приятно. За сегодня это первая. Напоминаю, вчера было 14.
Маленькая кунжа, ну и вдобавок ко всему очень тощая. Такую отпускаем по умолчанию сразу. Вот как ни крути, упорно кунжа не хочет нормального размера на камеру клевать. Только выключишь, тут же клюет. Вот это уже сковородочник вполне. Вот этого берем. На блесенку позарился. Кунжа подтверждает свою репутацию рыбы, которая не любит камеру. Стоило только выключить камеру, отойти в сторону, пробурить дырку. И тут же бабах! Вот попалась красноперочка. Жирненькая уже, хорошая. Можно орла покормить. Так, орел пошел. Так, орел пошел. Опа-на! И подхватил. Какой красавчик. Вот она. Кунжичка. А уж водила как аккуратно. Не с первого раза засеклась. Но я тут на льду все-таки не один. Мы вдвоем. И очень хорошо, когда на льду клюет у всех, кто в вашей компании. О, какая красавица. Хорошо же, Ростислав, когда у всех клюет. Вот хорошая курочка. Моя гордость. Да. А вот это орлиный корм. Орлы сегодня что-то уже переели и отказываются. Заканчивается рыбацкий день. Вот мой сегодняшний улов. Кунжа. Ну, кунжи поймал примерно столько же, сколько и вчера. И что характерно, кунжа кунжой, а красноперки поймал гораздо меньше. Если вчера я смело там ушел за 20 красноперок, вот они, вчерашние красноперки в ведрышке. Если я вчера ушел смело за 20 красноперок, то сегодня я даже 10 не поймал. Я штук 5 или 6 поймал. Да и то всю скормил орлам. Улов, конечно, хорош. Уловом очень довольны. Мы идем собирать палатку. И уже пора нам выдвигаться в сторону дома. Мы тут уже сняли палатку. И смотрим, как протопила печка за ночь. Ну, мы встали возле самого берега. Глубины тут особенной нет. О, вот это поленце сейчас достает до дна. Сквозь дырку во льду, которая протопила ножка. Но это в следующий раз наука. Вот еще одна дырка из-под ножки. Только это в задней части печки температура меньше. Поэтому сзади ножки так сильно не пропаяли. Но это теперь наука на будущее. Подкладывать что-то под ножки. Чтобы вот так вот не получилось, удивительно. Вот так вот на фоне Ростислава выглядит этот автопоезд. Печка, палатка, кровати. Сзади вот в мешке спальники. Мешок из гладкого ПВХ. Поэтому он просто по снегу так, как саночки катится. Налегке. Налегке. Как видите, я уже дома и потрошу рыбу. Я решил начать с красноперки. Ее я буду солить, поэтому, видите, я ее потрошу достаточно небрежно, то есть оставляя внутри массу всякой бяки. Она вот сейчас, я ее подсолю достаточно легко, то есть вот я вот знаю, как солят на материке воблу. У нас таким количеством соли рыбу никто не пересыпает. У нас соли всегда мало. Я ее подсолю чуть-чуть, потом промою, прочищу как раз от всей этой бяки уже руками. И она вот такая просоленная отправится на завялку. Дня 3-4 и будет готова.
Вот это вот кишки, это все диспоузер, не обращайте внимания. А кунжой сейчас займусь чуть-чуть попозже, когда разберусь с красноперкой. С кунжой я решил вообще по-простому. Рублю ее на пласты. Вот эти вот пласты, убираю с них лишние кости. Но я все-таки по первому образованию повар, поэтому мне все это дело сделать довольно быстро и не заморочно. И сварганю-ка я котлетки. Вот и готов фарш. Вот это рыба, вот это лук, вот это белый хлеб. Сюда немножечко соли. Мои любимые приправы для курицы. Ну и все, собственно. Можно жарить котлетки. Я не из тех людей, кто добавляет в рыбный фарш сало. Я не понимаю, зачем добавлять сало в рыбу. Процесс подошел к концу. Котлетки готовы. Получились разного размера, правда. Я сначала делаю всегда маленькие, а потом они у меня все больше и больше и больше. Вот последние получились прям здоровые. Маленькая, наверное, уже остыла. Можно попробовать. У меня вот тут соус для них. Домашний майонез, чеснок и огурец. Больше ничего. Ну-ка. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Отличная котлетка. Прям то, что нужно. Всем пока-пока. До свидания.